Пустыня состоит из песка. Вроде бы ничего интересного в этой информации, но это не так. А еще в пустыне Гоби нашли скелет 15-метрового существа. Намибийские золотоискатели раскопали в пустыне древний корабль. Об этих и других находках в песках я расскажу в этом видео. Пустыня – это место загадочное и полное тайн. Здесь обнаруживаются артефакты, свидетельствующие о древних цивилизациях и необычных явлениях. Но прежде чем я приступлю к рассказу о находках, начнем с чего-то простого. Вы задумывались, откуда появляется песок в пустыне? Давайте возьмем самую известную пустыню – Сахару. Официальная наука пропагандирует версию о том, что Сахара – это дно древнего океана. Но почему на большей части пустыни Сахары так много песка? Помимо официальной версии о дне океана Тетис, существуют фантастические утверждения. Некоторые считают, что весь этот песок – это отбросы от переработки подводных руд пришельцами с помощью сверхмощных механизмов и сброс грунта с их летательных аппаратов. Обратим внимание на интересные пейзажи Сахары, о которых мало кто знает. Например, здесь можно наблюдать изолированные массивы горной породы, которые остались после разрушения окружающих их более неустойчивых пород. Эти скальные массивы состоят из осадочных пород, а их вершины имеют плоскую форму. Очевидно, что это островки от древней поверхности. Но что произошло с остальной территорией? Куда исчез грунт? Оказывается, большая часть грунта была смыта потоком воды во время потопа, прошедшего через континент. И весь этот смытый грунт и есть пески Сахары. Каждая песчинка является мелким фрагментом земли, которая была вымыта водной эрозией. Таким образом, пустыня Сахара остается местом полным загадок и тайн. И каждая находка в этой пустыне может пролить свет на прошлые эпохи и необычные явления, происходившие здесь много веков назад. А вот и еще одна находка. В 2008 году на побережье Намибии добытчики алмазов обнаружили остатки судна недалеко от берега скелетов. Я покажу вам его в моем новом видео. Было установлено, что это португальский корабль Bom Jesus, известный также как Добрый Иисус. О самом корабле известно, что он был одним из самых больших португальских парусников своего времени. В 1533 году Bom Jesus отправился в Индию с грузом золотых и медных денег, слитков и другого груза, однако пропал без вести. Несмотря на прошедшие столетия, судно сохранилось достаточно хорошо, благодаря особенностям местной пустыни. Песок, который ветер обычно заметает со стороны моря, позволил кораблю не слишком сильно разложиться, а наоборот, стал защитой от внешних воздействий. Пока неизвестно, как именно судно попало в пустыню. Существует только несколько догадок. Предположительно, во время сильного шторма корабль подошел к берегу и попал на камни. Тактика, применявшаяся шкиперами в то время. Внешний вид повреждений корпуса подтверждает эту версию. С течением времени остатки судна засыпало песком, и окружающая его область морского дна постепенно поднялась над поверхностью океана. В трюмах судна нашли много интересных предметов, таких как слоновая кость, золотые и серебряные монеты, медные слитки и оружие. Ирония судьбы заключается в том, что перегрузка в сочетании с плохой погодой стала причиной крушения судна. Говорят, что алчность команды погубила корабль. Однако странно, что археологи отнеслись к найденным многомиллионным сокровищам без особого восторга. Им больше понравились сохранившиеся предметы быта и утвари. Кроме того, само судно представляет собой значительную археологическую находку. Поистине мало известно о европейских кораблях и морских практиках Средневековья, поскольку техническая документация на них не велась, а типы парусников того времени полностью вымерли. Найденный клад, конечно, радует археологов, но еще сильнее возбуждает желание узнать больше об этом отрезке истории, эпохи великих географических открытий. Кстати, согласно международным законам, найденное судно должны были вернуть Португалии, но ее власти великодушно передали все Намибии. А следующее мое видео о таинственном поселении. В начале 20 века шведский исследователь Свен Хедин обнаружил древний город Лулан.
покрытый песками пустыни Такламакан. Особенность этого населенного пункта заключалась в том, что цивилизация, создавшая его, не могла быть связана с этим местом. ДНК обнаруженных мумий указывали на европейские гены. Древние люди верили, что раз они попали в это место, то уже не могут вернуться. Веками дома и храмы были построены среди бескрайней пустыни смерти. И археологи постоянно находят необычные предметы, таинственно завернутые в свою пелену. Процветание Луланя продолжалось около 500 лет, но в V веке нашей эры эта цивилизация внезапно исчезла без следа. Быстрое исчезновение такого развитого государства стало одной из главных загадок в истории. В музее Китая хранятся останки белых людей, чье существование до сих пор оставалось необъяснимым. Что привело представителя европеоидной расы в Китай, чтобы исчезнуть там навсегда. В 1979 году археологи обнаружили в древесном гробу завернутое в ткань тело женщины, мумифицированное почти 4000 лет назад. Оно прекрасно сохранилось вместе со своей одеждой, и черты ее лица удивительно схожи с европейскими. Мумии было дано имя «Луланская красавица». В 2003 году во время раскопок было обнаружено еще одно хорошо сохранившееся тело женщины. У мумии также были красивые черты лица, густые ресницы и даже улыбка. Ученые провели генетический анализ людей, живших 4000 лет назад, и пришли к выводу, что они имели общие гены с европейцами. Археологи также считают, что эти мумии были членами древней цивилизации, которая существовала на евразийской территории. Они были последними кочевниками, простиравшими границы нашего мира. В поисках плодородных пастбищ древние путешественники двигались по степным дорогам, преодолевая заснеженные горные перевалы и попадая в Китай. Геоглифы – это геометрические или фигурные узоры, нанесенные на землю, обычно длиной более 4 метров. Именно о них я и хочу вам рассказать. Многие из этих узоров настолько огромны, что их можно увидеть только с высоты. Это указывает на то, что они были созданы не людьми, а кем-то или чем-то иным. Первым, кто заметил эти узоры на Земле, был британский пилот Перси Мейтленд в 1927 году. Однако долгое время эти загадочные рисунки не вызывали особого интереса общественности. Тем не менее, в районе оазиса Азрак в Иордании были обнаружены сотни загадочных геоглифов шириной 25-30 метров. Они напоминают рисунки колес и названы работами древних людей бедуинами. В этой же области Черной пустыни есть еще 2 гигантских колеса, которые, по мнению археологов, возрастом около 8500 лет. Это делает эти артефакты еще более загадочными, так как они старше самой древней пирамиды в мире. Предназначение этих объектов до сих пор остается неизвестным. Одна из главных теорий заключается в том, что эта земля была древним кладбищем, но это утверждение так и не подтверждено и остается предметом споров. Узоры состоят из камней и предположительно представляют символы. Самая популярная теория заключается в том, что эти конструкции связаны с астрономическими знаниями древних обитателей этого региона. Большинство спиц колес оазиса Азрак указывают на восход солнца во время зимнего солнцестояния. Похожие, более простые узоры на Земле были обнаружены также в Саудовской Аравии. Огромные каменные треугольники изучены так мало, что даже примерная дата их возникновения остается неизвестной. Кроме треугольников, здесь также найдены странные артефакты. Рукотворные структуры в форме буквы «У», собранные из 300 камней. Эти находки были названы воротами. Кажется, что эти геоглифы в Саудовской Аравии уникальны, так как их нет нигде более. Ученым до сих пор трудно объяснить назначение всех этих рисунков. В ходе археологических раскопок в 2002 году в австралийской пустыне Наларбор у побережья была обнаружена целая коллекция скелетов, которые местные СМИ прозвали «странными кенгуру». Останки принадлежали виду животных гигантских размеров, значительно превышающих обычных кенгуру. У этих удивительных существ не только были массивные когти, специально приспособленные для копания, но и необычные выросты над глазными впадинами.
Сначала ученые считали, что это рога, однако они оказались слишком маленькими и едва выделялись над лбом. Более правдоподобная версия заключалась в том, что это были своеобразные надлобные дуги, защищающие глаза от посторонних предметов, травм и палящих лучей солнца. Появление рогов у этих кенгуру можно объяснить генетическими мутациями или воздействием факторов окружающей среды на их эволюционное развитие. Изучение экологического контекста пустыни Наларбор во время существования этих древних кенгуру имеет важное значение для выявления потенциальных факторов, стоящих за этой рогатой особенностью. Эксперты также отметили, что у неизвестного вида кенгуру был луковицеобразный выпуклый нос. В любом случае, исследование скелета указывает на то, что эти существа были травоядными и не представляли для людей никакой опасности, если бы дожили до современности. Обнаружение кенгуру с рогами в пустыне Наларбор стало лишь частью удивительного кладезя скелетов древних животных. Окаменелости этих существ раскрыли множество сведений о доисторической фауне и позволили нам прикоснуться к экологическим ландшафтам Древней Австралии. Среди них кенгуру с рогами занимает особое место и заставляет исследователей задуматься о его назначении в контексте эволюции. О пустыне Гоби и ее находках до сих пор ходит много разговоров и спекуляций, но среди них есть одна особенно интересная история. В самом удаленном районе этой безжизненной пустоши археологи обнаружили скелет гигантского существа, предположительно гуманоида. По размерам рост этого существа достигал 15 метров. Но кому же на самом деле принадлежал этот скелет? Гигантскому человеку или пришельцу из космоса? В конце прошлого века группа исследователей во главе с профессором Хигли отправилась в пустыню Гоби, чтобы произвести раскопки в этой области. Выбор места для раскопок был основан на легендах о гигантском существе, которое некогда обитало в этих местах. Среди местных жителей эта область считалась проклятой, и никто не подходил близко к ней. Палеонтологи предполагали, что легенды могут иметь реальное основание, и приняли решение начать раскопки. Они надеялись найти кости какого-нибудь древнего существа, которое могло быть ошибочно принято за гиганта-великана. Однако находка оказалась совершенно необычной. Ученые обнаружили скелет гигантского человека. Вероятно, рост этого существа действительно достигал 15 метров. Кости гиганта отличались от обычных человеческих. Они были более вытянутыми, а сам череп имел черты как обезьяны, так и человека. По форме черепа ученые смогли определить, что этот гигант обладал органами слуха и речи, а также развитым мозгом. Скорее всего, интеллект этого существа превосходил человеческий. Возможно, кости гиганта попали на поверхность в результате эрозии мягких пород, вызванной дождями. Это могло стать причиной возникновения легенды о громадном великане. И не исключено, что древние монголы даже могли встречать живых исполинов. Таким образом, эта находка в пустыне Гоби стала одной из самых загадочных исследований прошлого века. Она подтвердила существование древних гигантов и оставила открытым множество вопросов о происхождении этого загадочного гуманоида. В древние времена египтяне придавали особое значение захоронению с транспортными средствами. Величайший пример – усыпальница царя Тутанхамона, которой обнаружили целых 6 колесниц. Другие представители знатных семей предпочитали быть похороненными вместе с лодками. Интересно, что даже обычные крестьяне и ремесленники стремились следовать этой традиции, покупая перед смертью самые дешевые суда, чтобы иметь возможность передвигаться и в загробной жизни. Однако лодка возрастом 4500 лет, найденная в пустыне Сахара под песками некрополя Абу-Сир, является поистине уникальной находкой. В 2016 году была раскопана лодка длиной 18 метров, что в несколько метров меньше, чем длина военных кораблей того времени. Судно было изготовлено из качественной древесины, что объясняет его прекрасное состояние на момент раскопок. Удивительно то, что это плавательное средство было захоронено не вместе с благородным египтянином или военачальником. Напротив, на месте раскопок обнаружили тело обычного человека.
Каким образом бедняк мог себе позволить такую лодку? Каким образом семья простого египтянина могла приобрести практически военное судно или оплатить его доставку до места захоронения? Возможно, ответы на эти вопросы до сих пор скрыты где-то в зыбучих песках Сахары. На планете Земля обширные территории покрыты необитаемыми пустынями, которые занимают впечатляющую площадь в 20 миллионов квадратных километров. Они простираются главным образом на континентах Африка, Австралия, Северная и Южная Америка. Немалые участки Земли также занимают пустыни в Азии. Их насчитывается 22. Каждая из этих пустынь хранит множество тайн, о которых я обязательно расскажу вам позже.